Глава 4. Жизненное начало. Существа органические и неорганические жизни, смерть, ум и инстинкт. Параграф 15. Существа органические и неорганические. Примечание. Органические существа суть те, кои имеют в себе источник сокровенной деятельности, сообщающий им жизнь. Они рождаются, растут, воспроизводят себе подобных и умирают. Они наделены особыми органами для выполнения различных жизненных актов, и органы эти применены к потребностям их для их сохранения. Они включают в себя людей, животных и растения. Неорганические существа суть все те, что не обладают ни жизненностью, ни собственными движениями и образованы лишь соединением материи. Таковы минералы, вода, воздух и так далее. 60. Одна ли и та же сила соединяет элементы материи в органических телах и телах неорганических? Да, закон притяжения один для всех. 61. Есть ли разница между материей тел органических и материей тел неорганических? Это все та же материя, но в органических телах она оживотворена. 62. Какова причина оживотворения материи? Ее соединение с жизненным началом. 63. Жизненное начало, находится ли оно в каком-то непосредственном проводнике, или же оно лишь свойство организованной материи? Словом, причина оно или следствие? Оно и то, и другое. Жизнь есть следствие, вызываемое действием некоего проводника на материю. Этот проводник без материи не есть жизнь, так же как материя не может жить без этого проводника. Он сообщает жизнь всем существам, поглощающим и усваивающим его. 64. Мы поняли, что дух и материя суть два образующих элемента Вселенной. Составляет ли жизненное начало третий такой элемент? Это без сомнения один из элементов, необходимых для образования Вселенной, но сам он имеет свой источник в видоизмененной вселенской материи. Он есть элемент для вас, как кислород и водород, которые, однако, не суть первоначальные элементы, ибо все они исходят из одного и того же начала. Похоже, из этого следует, что жизненность не имеет своего начала в каком-либо конкретном первичном проводнике, но в особом свойстве вселенской материи, подвергнутой определенным видоизменениям. Это следствие того, что мы уже сказали. 65. Жизненное начало, помещается ли оно в одном из известных нам тел? Оно имеет свой источник во вселенском флюиде. Это то, что вы называете магнетическим или электрическим оживотворенным флюидом. Он посредник, связка между духом и материей. 66. Жизненное начало, одинаково ли оно для всех органических существ? Да, но слегка видоизменяется в зависимости от породы. Это то, что сообщает органическим существам движение и активность, отличая их от инертной материи. Ибо движение материи не есть жизнь. Материя получает это движение, но не дает его. 67. Жизненность, является ли она постоянным свойством жизненного проводника или развивается лишь работой органов? Она развивается лишь с телом. Разве не сказали мы, что этот проводник без материи не есть жизнь? Нужно соединение двух вещей, чтобы произвести жизнь. Можно ли сказать, что жизненность находится в состоянии непроявленном, когда жизненный проводник не соединен с телом? Да, так оно и есть. Примечание. Совокупность органов образует своего рода механизм, получающий импульс своей внутренней активности, или жизненное начало, существующее в них. Жизненное начало есть движущая сила органических тел. В то время как жизненный проводник передает импульс органам, действие органов поддерживает и развивает активность жизненного проводника, наподобие того, как трение производит теплоту. Параграф 16. Жизнь и смерть. 68. Какова причина смерти у существ органических? Истощение органов. Можно ли сравнить смерть с остановкой движения в разлаженной машине? Да, если машина плохо собрана, двигатель выходит из строя. Если тело немощно, жизнь уходит из него. 69. Почему повреждение сердца в большей мере, чем повреждение каких-либо других органов, причиняет смерть? Сердце есть жизненная машина. Но сердце не единственный орган,
повреждение коего обусловливает смерть. Оно лишь одна из основных пружин. 70. Что делается с материей и жизненным началом органических существ при их смерти? Мертвая материя разлагается и составляет новые органические тела, жизненное же начало возвращается в свой источник. Примечание. При смерти органического существа образующие его элементы вступают в новые сочетания и составляют новые существа. Последние черпают во вселенском источнике жизненное и деятельное начало, поглощают и усваивают его, чтобы вернуть его в этот источник, когда они перестанут существовать. Органы, так сказать, пропитаны жизненным флюидом. Флюид этот сообщает всем частям организма деятельность, осуществляющую их сближение при некоторых повреждениях и восстанавливающую временно прерванные функции. Но когда разрушены либо же претерпели вырождение элементы, главные в работе органов, жизненный флюид оказывается не в состоянии передать им движение жизни, и существо умирает. Органы более или менее влияют друг на друга. Их взаимное действие объясняется согласованностью, гармонией их целого. Когда какая-либо причина разрушает эту гармонию, функции их приостанавливаются, как движение механизма, части коего повреждены. Так происходит с часами, когда они изнашиваются со временем, или случайно разбиваются, движущая сила оказывается беспомощной привести их в движение. Более точный образ жизни и смерти имеем мы в электрическом аппарате. Этот аппарат таит в себе электричество, как все тела природы, в непроявленном состоянии. Электрические явления проявляются, лишь когда флюид приведен в действие какой-либо особой причиной, тогда можно сказать, что аппарат живет. Исчезла пружина деятельности и явление прекратилось, аппарат вернулся в неживое состояние. Органические тела таким образом подобны электробатареям или электроаппаратам, в коих деятельность флюида производит явление жизни. Прекращение этой деятельности производит смерть. Количество жизненного флюида довольно ограничено у всех органических существ. Оно меняется по родам и непостоянно как в том же индивиде, так и в индивидах одного рода. Есть такие, которые, так сказать, насыщены им, тогда как у других его едва хватает на самые насущные жизненные акты. Отсюда для некоторых из них большая жизнеспособность, жизнь более деятельная и некоторым образом изобильная. Количество жизненного флюида может истощиться. Его может стать недостаточно для поддержания жизни, если она не обновляется поглощением и усвоением веществ, содержащих его и богатых им. Жизненный флюид передается от одного индивида к другому. Тот, у кого его больше всего, может передать его тому, у кого его всего меньше, и в некоторых случаях вернуть жизнь, готовую угаснуть. 21. Параграф 17. Ум и инстинкт. 71. Является ли ум одним из атрибутов жизненного начала? Нет, потому что растения живут и не думают, они обладают лишь органической жизнью. Ум и материя независимы друг от друга, поскольку физическое тело может жить без ума. Но ум может проявиться лишь с помощью материальных органов. Необходим союз с духом для того, чтобы оразумить оживотворенную материю. Примечание. Ум есть особое свойство, присущее некоторым классам органических существ и дающее им, вместе с мыслью, волю к действию, сознание своего существования и своей индивидуальности, равно как и средство установления отношений с внешним миром и возможность удовлетворять свои потребности. Можно таким образом различать три класса живых существ: неодушевленные существа, образованные одной материей, без жизненности и ума, это грубые, низкоорганизованные тела; одушевленные недумающие существа, образованные материей и одаренные жизненностью, но лишенные ума; одушевленные думающие существа, образованные материей, одаренные жизненностью и обладающие, сверх того, разумным началом, сообщающим им способность мышления. 72. Каков источник ума? Мы сказали это вселенский ум. Можно ли сказать, что каждое существо черпает некоторую порцию ума во вселенском источнике и усваивает ее так же, как оно черпает и усваивает начало материальной жизни?
Это не более чем сравнение, неточное к тому же, поскольку ум есть способность, свойственная каждому существу и составляющая его нравственную индивидуальность. Впрочем, как вам известно, есть вещи, которые не дано постичь человеку, и это пока что из их числа. 73. Инстинкт, независим ли он от ума? Нет, не совсем так, ибо это есть род ума. Инстинкт есть нерассуждающий ум. Через него все существа удовлетворяют свои потребности. 74. Можно ли провести некую разграничительную черту между инстинктом и умом, то есть определить, где кончается один и начинается другой? Нет, ибо зачастую они сливаются. Но вполне можно различить, какие действия относятся к инстинкту, а какие принадлежат уму. 75. Можно ли сказать, что инстинктивные свойства уменьшаются по мере того, как возрастают свойства умственные? Нет, инстинкт существует всегда, но человек пренебрегает им, инстинкт может вести и ко благу. Он ведет вас почти всегда, и порою более верно, нежели рассудок. Он никогда не заблуждается. Почему разум не всегда безупречный водитель? Он был бы безупречен, если бы не был извращен дурным воспитанием, гордыней и эгоизмом. Инстинкт не рассуждает. Разум оставляет возможность выбора и наделяет человека свободою воли. Примечание. Инстинкт есть зачаточный ум, отличающийся от собственного ума тем, что его проявления почти всегда самопроизвольны, стихийны, тогда как проявление ума суть последствия, некоторой умственной операции и мыслительного акта. Инстинкт видоизменяется в своих проявлениях по родам живых существ и в зависимости от их потребностей. У существ, обладающих сознанием и постижением вещей внешних, он сливается с умом, то есть с волею и свободою.